Автобусная остановка у станции метро выглядела обычно, тусклая, с облупленной краской и исписанная граффити. Под навесом стояли люди, молчаливые, погруженные в свои мысли. Мокрый асфальт отражал серое небо, а мелкий моросящий дождь придавал утру особенно гнетущий оттенок. Среди взрослых, сосредоточенно уткнувшихся в телефоны, выделялась пара: женщина в ярко-зеленом пальто и маленький мальчик в синем дождевике с капюшоном. Мальчик был слишком тихим для своего возраста. Его глаза, большие, настороженные, метались по сторонам. Он стоял рядом с женщиной, почти не двигаясь. Даже когда слегка переступил с ноги на ногу, она крепче сжала его запястье. Это выглядело странно. На противоположном конце остановки стоял Илья, молодой спасатель, недавно вернувшийся из экспедиции на севере. Он направлялся домой, мечтая о горячем супе и тишине. Его взгляд случайно скользнул по лицу мальчика. Что-то в выражении детского лица заставило его задержаться. Слишком серьезный, слишком неподвижный, будто затаивший дыхание. Женщина держала его за руку. Нет, не просто держала, а как будто контролировала каждое движение. Это насторожило. Илья сделал шаг в сторону, чтобы лучше рассмотреть их. И тогда это произошло. Мальчик едва заметно поднял руку к груди, согнул большой палец, накрыл его остальными и сжал в кулак. Быстро, незаметно, точно и тихо. Илья узнал этот жест. Это был сигнал помощи. Для тех, кто не может говорить вслух, но хочет, чтобы их услышали. Он знал его по тренировкам. Сердце Ильи сжалось. Он уже не мог отвести взгляд. Внутри него будто что-то переключилось. Мальчик просил о помощи, и, казалось, никто, кроме него, этого не заметил. Илья остался стоять неподвижно, сохраняя внешнее спокойствие, но внутри уже просчитывал варианты. Он перевел взгляд на женщину. Лицо вроде бы нейтральное, но глаза слишком настороженные. Она постоянно оглядывалась, как будто чего-то боялась. Мальчик после сигнала застыл, будто и не надеялся, что кто-то отреагирует. Он не плакал. Видно было, что он уже давно разучился это делать. Илья медленно подошел ближе, притворившись, что ищет номер автобуса. Словно между делом достал телефон, не привлекая внимания, и отправил короткое сообщение с координатами в экстренную службу. Он был натренирован на быстрое реагирование, и сейчас этот навык оказался жизненно важным. Он подошел и вежливо обратился к женщине. «У вас очень милый сын. Сколько ему?» Женщина сразу напряглась. Ее рука сжала запястье мальчика сильнее. «Не ваше дело», — отрезала она голосом, в котором проскальзывала агрессия. Илья сделал вид, что не заметил резкости. «Простите, просто племянник у меня примерно такого же возраста. Хотел сказать, что похож», — тихо сказал Илья. Мальчик поднял глаза. Их взгляды встретились. В детском взгляде читался страх, надежда и безмолвная мольба. «Не уходи». Он снова поднял руку. Медленно. Проверяя, поймет ли Илья его. Он понял. И больше не сомневался. Мальчик был в беде. Нужно было действовать немедленно. Илья глубоко вдохнул холодный воздух. Его тело было напряжено, но лицо оставалось абсолютно спокойным. Он понял. Ждать полицию уже не вариант. Каждая секунда может стоить ребенку безопасности или даже жизни. Он сделал еще один шаг ближе, достал из кармана упаковку жевательных конфет и, улыбнувшись, сказал: «Извините, можно я угощу его? Дети обычно любят сладкое». «Не надо», — почти прошипела женщина, инстинктивно отстраняя мальчика назад. Но именно в этот момент мальчик, почувствовав, что шанс рядом, сорвался с места, вырвался из ее руки и бросился к Илье, прижавшись к его ногам. Илья
тут же наклонился, прикрыл его корпусом, прижал мягко, но надежно. Женщина бросилась следом, но он встал между ними, не давая приблизиться. «Это мой сын!» — выкрикнула она, пытаясь вырвать мальчика из его рук. «Тогда вы не будете против подождать полицию», — спокойно, но твердо сказал Илья. Женщина замерла. На ее лице промелькнула тень паники. Она оглянулась, будто искала пути бегства. Но было уже поздно. Вдалеке раздалась сирена. К остановке подъехала полицейская машина. Мальчик не плакал. Он только сильнее вцепился в Илью и поднял на него глаза, полные доверия. Полицейская машина остановилась с визгом. Из нее выскочили двое офицеров. Один из них бросился к Илье. Ребенок подал сигнал бедствия. Женщина не его мать. Пыталась вырвать его у меня, четко и ясно сообщил он. Офицеры действовали молниеносно. Один подошел к женщине, потребовав документы. Женщина резко дернулась, попыталась убежать, но ее тут же повалили на землю и надели наручники. Мальчик не вздрогнул, будто знал, теперь он в безопасности. Когда женщину посадили в полицейскую машину, Илья опустился на корточки перед мальчиком. Он не знал, что сказать, но мальчик просто смотрел на него, а потом тихо прошептал: «Спасибо, дядя». Офицер, стоявший рядом, наклонился к ним. «Этого мальчика ищут уже 2 недели. Похищение в Нижнем Новгороде. Его фото висит у нас в отделе. Вы его спасли». Илья выдохнул. В груди разлилось не чувство гордости, скорее тихое облегчение. Он оказался в нужное время в нужном месте и заметил то, что другие прошли мимо. Через несколько часов в отделении Илья услышал больше подробностей. Женщина, задержанная на остановке, оказалась бывшей воспитательницей из частного детского центра, уволенной несколько месяцев назад после жалоб родителей. Имя — Светлана Рогова. По словам следователей, у нее уже было заведено дело за психологическое насилие над детьми, но тогда доказательств оказалось недостаточно. Она исчезла вскоре после увольнения, не появлялась по месту жительства. Выяснилось, что мальчик, Сева, исчез после прогулки с няней, которую Рогова обманом вывела из строя, подбросила ей забытое лекарство в кофе. Камеры наблюдения зафиксировали, как Сева уводят от двора. Светлана выдала себя за дальнюю родственницу и за считанные минуты исчезла с ребенком из поля зрения. Зачем? У нее не было своих детей. По предварительной версии, женщина страдала расстройством привязанности, хотела заменить себе потерянную семью. Ее квартиру уже обыскали, там нашли вещи Севы, фотографии, детскую одежду, игрушки, аккуратно разложенные по полочкам. Но самой страшной оказалась детская записка, нацарапанная на обратной стороне коробки из-под печенья. «Мама, папа, я вас жду». Позже, когда Севу обняла его настоящая мать, рыдая от облегчения, Илья стоял в сторонке, не вмешиваясь, просто наблюдая. Он не чувствовал себя героем. Он просто сделал то, что должен был. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.